В данной лекции по моей системе спасения гармоничного развития я определяю структуру сознания, которая дает совершенно практический результат на уровне прямого, так скажем, логического управления. То есть, если мы определим понятие логики как информационный сегмент во всей всеобщей информации, или выделим, например, на оптическом уровне информации с точки зрения восприятия, то логика это есть просто часть конкретной информации, которая функционирует как определенная, более жесткая или более структурированная система. Поэтому в этой задаче является выделить логику как сегмент информации и привязать, соответственно, к своей структуре. Но здесь есть одно «но», которое с точки зрения геометрии решения нуждается в точном технологическом подходе. То есть, выделяя, например, логику как некий вертикальный структурированный столб, нужно обязательно при выделении и не занимая очень уж много времени вывести этот столб информации или сферу к уровню души, при этом при всем душа должна находиться в теле, это где-то уровень в районе сердца, с точки зрения стоять лицом, например, к человеку, то это с левой стороны, то есть ближе к центру груди. То есть душа должна в этот момент находиться конкретно в вашем физическом теле. И вот здесь возникает вопрос, что если вы, например, работаете через элементы души, то она может находиться основная, информационная часть или основная векторно-управляющая часть находиться в разных системах, а внутри физического тела, раз это часть души, то может быть, например, не все 100% души, то вот здесь как раз нужно постараться вывести все 100% души в то место, где находится ваше информационное тело. И таким образом получить и кроме информационного еще и физическое тело. И получить, стыковку с уровнем управления, который называется логическим уровнем управления, причем получить таким способом, чтобы линия, идущая из центра души, как некая, из центра с точки зрения физического тела, как некая линия, может быть, похожая больше даже на некую такую белую веревку, она была в основе этого цилиндра, если так, или какого-то вертикального столба логики управления. Например, можно взять просто цилиндр. Так вот, управление духовное или управление душой — это то, что когда вы начинаете видеть как основание цилиндра, то есть там, где линия от души, отрезок души, отрезок, идущий от души и до основания цилиндра, именно область, эта область начинает тяжелеть. То есть вы должны видеть, как идет утяжеление. И вот здесь вы видите формирование воли, то есть воля по принципу управления. Следовательно, воля в этой технологии это есть фактически контроль души за логикой процесса. То есть максимальный контроль души за логикой процессов это есть воля в данном механизме. Но воля выступает как духовная характеристика управления в данном случае. То есть есть воля логическая, то есть нацеленность информации человека на управление, а в данном случае воля начинает расти от этой области основания, нижнего основания цилиндра, как духовная структура управления. И в качестве самостоятельной работы вы должны получить в этом волевом духовном управлении любое событие реальности внутри, причем даже в геометрической области возле этого цилиндра. Следующий уровень это сам цилиндр, который означает логику процессов управления. Там вы можете самостоятельно совершенно спокойно разобрать, что все, что происходит логически, вы можете получать на уровне, например, логики, которая находится в конкретной точке цилиндра, например, логика поведения и движения, это например, в принципе, центральная ось цилиндра или вертикального столба, логика осмысления внешних процессов, это внешняя поверхность цилиндра и так далее. То есть вы можете выбрать себе конкретные сегменты управления. И так как эта лекция в основном построена так, что это
как своеобразное начало, значит, определенной самостоятельной практики, плюс, значит, практика, которую вы сделали, должна быть интегрирована, ну, с определенным как бы уровнем этой лекции, то этого материала достаточно, чтобы построить собственную технологию управления, причем часто на основе вот этого материала или использовать только этот мой материал, причем таким образом, что вы можете, например, брать лекцию, например, 4 и лекцию 5, и прослушав их, вы видите, что управление имеет один спектр. Если лекцию 9, например, лекцию 1, то управление имеет другой управляющий спектр. То есть можете даже перемещая или чередуя прослушивание лекции, видеть, как меняются управляющие компоненты, значит, с точки зрения цели управления. В любом случае цель управления будет реализовываться, даже если вы прослушиваете их как бы не подряд. Поэтому можно часто распознавать, находить ту лекцию, которая в данный момент нужна, именно ее слушать или какой-то специальный отрезок общего курса. Значит, в связи с этим в практике, которая будет в течение, например, 3 недель, нужно фактически как бы достроить, а реально, значит, достроить образовательную систему с точки зрения адаптации лекционного курса к реальным процессам, с которыми вы столкнетесь, и где-то это выписать. При этом применять на управление информационным уровнем, что есть, например, предотвращение каких-то возможных катастроф на уровне информации. Вы сделали предотвращение и при этом записали, но катастрофа, она и не произошла, естественно, раз вы сделали управление. Вот это, кстати, наиболее важная часть работы. Я это буду смотреть. Смысл сделать так, чтобы не произошло. И потом есть еще такой листочек, как управление на событиями физического уровня. Там уже все достаточно в этом плане просто. Управление отслеживать с точки зрения там существующих, или там, если вы сделали управление на профилактику, но оно частично там начинает реализовываться, вы делаете дальше, тогда как бы проявление физическое. Но лучше не допускать частично, во-первых, реализации, а во-вторых, использовать управление уже физическими событиями, которые, например, как-то проявились в чем-то. И делать, например, реструктуризацию событий для того, чтобы нормировать с точки зрения вот моих технологий. В момент практики по моим технологиям, вообще в дальнейшем вы увидите, что это будет вот обычное ваше состояние все больше, когда сначала вы делаете управление, вообще это будет естественное состояние, значит, где не надо будет уже напрягаться там, и это будет как бы обычный уровень жизни. Значит, что делая вот эти системы управления так, как делает создатель, обязательно закладывайте технологии обучения других. Либо это неявно там в разговоре, или просто в виде лекций другим. То есть вы уже можете, по моим данным, обучать других. Значит, старайтесь делать, даже обдумывать вообще, как обучать, то есть как передавать. Это будет очень важной частью вот вашей миссии по моей лекционной системе. Дело в том, что я хочу сказать особенность, что ли, вашей, так скажем, группы, да, так если назвать. Дело в том, что я дал технику очень специально. То есть с точки зрения определенного начального уровня, значит, как бы участников, да, данной группы. И я ввел определенный тренинг, чего я, в принципе, часто вот все-таки как бы часто делаю несколько по-другому, не в плане, как бы вот именно в том, с которым столкнулись вы. Сейчас объясню, как бы, такую позицию. Тренинг, который вот заложен в лекционный курс, это один тренинг, да? Как бы даже кроме тренинга, это прямое управление. А тренинг, который происходил на уровне несловесном, это другой тип тренинга. И в связи с этим, так как есть определенный собственный уровень у каждого, и я давал, по моим данным, я давал сразу тот высокий уровень, который я не упрощал. То есть я давал сразу так, что вы понимаете, но я давал с моей точки зрения, эти лекции, например, на максимально высоком уровне. Значит, вы можете, предположим, слушая там следующую лекцию, рассмотреть, каким образом сделать
образование все-таки универсально доступным для всех. С точки зрения того, что могут быть разные группы, сложность может быть разная в образовании. Но какой вот универсальный механизм, где вот есть технологии практики перед лекцией, да, и, например, лекции, собственная работа, но каким образом вот ваша самостоятельная работа для, значит, определенного уровня, что ли, повышения технологичности образования, каким образом, казалось бы, индивидуальную систему образования, причем многоуровневую, сделать унифицированной и общедоступной для всех. То есть решить вот такой фундаментальный вопрос образования самостоятельно. И по возможности это решение как бы в сферу всеобщего там, информации общих связей передать или локально, или в общем. Это очень важная будет работа вот до следующей встречи.